рассчитывайте на то, что вам придется купить немножко, скорее всего, больше кирпичей. Здесь вот УПС, этот УПП, узел прохода под, пожарная безопасность, куда задвижку ставить, плюс еще 25 кирпичей. Еще у нас будет на арке, на мангале половинки и карниз из коричневых кирпичей. Хочу показать в этом ролике, как я просчитываю количество материалов на барбекю комплекс. Я это делаю в программе SketchUp. Открываю ряды, которые мне надо посчитать, кирпичи, и выделяю каждый кирпич. Вот смотрите, у меня выделены все коричневые кирпичи. И вот здесь вот внизу показывают количество штук. Вот 23 кирпича. Я белые уже посчитал кирпичи. Но не белые, а эти светлые. Теперь коричневые. Записываю 23 штучки. То есть практически по просчет идет, вот эти чекушки, вот, да, я их не считаю. Теперь половинки. То есть вот это все половинки. Я также зажимаю и, Ctrl зажал. Видите, плюсик появился рядом с курсорчиком. И пошел вот так вот. Раз, нажимаю. То есть все прямо вот по кирпичам просчитываю. И то, друзья, это не 100% будет прям количество кирпичей, что, знаете, вот вы собрали и все, и у вас ничего не останется. Все равно надо учитывать набой какой-то, что какой-то кирпич будет бракованный, где-то что-то отколется в процессе сборки. Вы поддон разберете кирпичей, а там штук 5 может быть вообще разрушенных кирпичей. Поэтому просчет весь идет, будем так говорить, не прямо 1 к 1, но с какой-то процент вы должны учитывать, что у вас либо останется несколько кирпичей, либо может не хватить. Тут уже вы с заказчиком должны это все обговаривать. Или если вы для себя покупаете проект, тоже имейте в виду. Я просчитываю все по факту, а вы уже, исходя из того количества, которое будет в количестве материалов, да, делайте выводы. Либо вы меньше покупаете и потом будете докупать, либо сразу покупаете там на 50 кирпичей, допустим, больше. Вот из практики скажу вам, что поштучно очень-очень редко где продают кирпичи, строительные базы. Продают обычно, как принято, раньше говорили, поддонами, сейчас палетами. В общем, сразу продают по 425 штук или 450. Все зависит от того, сколько в поддоне уложено кирпичей. Каким способом укладка была. Поэтому рассчитывайте на то, что вам придется купить немножко, скорее всего, больше кирпичей, или же наоборот, немного не будет хватать. Вот таким способом я просчитываю кирпичи. Вот смотрите, сейчас у меня получилось 31 половинка. Это получается 15 кирпичей. 15 кирпичей. И плюс 23 кирпича на вот этот 11 ряд. У меня еще один ряд есть коричневых кирпичей, вот этот. Его сейчас тоже посчитаю. Вот эту половинку я посчитаю как целый, потому что там я чекушки здесь не считаю. Один посчитаю как целый кирпич. Здесь, видите, здесь не целый кирпич, а 3/4 идет. Вот 25 кирпичей. Плюс еще 25 кирпичей. Еще у нас будет на арке, на мангале половинки и карниз из коричневых кирпичей. Их я тоже отдельно все просчитываю. Также просчитываю огнеупорные кирпичи. Вот дно просчитываю. Здесь, смотрите, 2 вот таких треугольничка, это 1 половинка. То есть 4 вот таких треугольничка, это 1 кирпич. То есть с одного кирпича вы делаете, значит, 1, 2 и вот так вот еще 3. Можно сказать, 4 уголка вот таких вы можете сделать. То есть отходов на самом деле, когда делаешь дно елочкой,
практически никаких не остается. Ну, вот я выделил здесь, смотрим, да, 6 кирпичей. 20 штук в модели, вот пишет, да. Но это не значит, что так вот моделями можно один выделить, и он сразу все просчитает. Видите, здесь 28 модели, то есть и так можно ошибиться. И также вот простые колхозные, да, рядовые забутовочные кирпичи тоже считаются. Видите, 87 штук в модели, но я так никогда не считаю. Потому что здесь вы видите дольки какие-то, здесь вообще плашечки на заполнение идут. В общем, просчет максимально приближенный к реальности идет кирпичей. Ну и вы видите весь проект, вот все из настоящих кирпичей, просчитываются уголки, количество уголков тоже обязательно просчитывается. Все, что сюда идет, все просчитано, друзья. Вот, значит, даже фундамент я это посчитал. Вот, смотрите, здесь у меня вот так фундамент просчитан. Видите, сколько арматуры, все посчитано. Потом, что тут еще написано, как фундамент сам собирать. Все расписано, технология вся полностью. Ну и также сам проект состоит вот из 3D-модели. Это вот 3D-модель. Потом посчитанные кирпичи будут. И порядовка. Порядовка вот в таком виде выглядит. Вот здесь все прям сфотографировано. Это как задвижку сделать. Здесь вот УПС, этот УПП, узел прохода, пожарная безопасность. Куда задвижку ставить. В каждом ряду, друзья, смотрите, подробнейшая инструкция идет. Смотрите, сколько я всего написал здесь. Разложить полностью всю пирамиду до самой трубы. В общем, все пошагово разжевано. Этот проект у меня рассчитан как обучающий. То есть человек может обучиться на этом проекте и стать профессиональным барбекю-меном, строителем барбекю-комплексов. Все вы видите здесь расписано пошагово. У меня порядовка больше 100 листов. То есть это все вам надо будет распечатать, и по этой порядовке вы будете собирать. Даже вот инструкция, как установить дверку в короб из нержавейки. Вот такой вот проект, друзья. Вот так я считаю кирпичи. Ну, бывает, да, что остается 5 кирпичей. Бывает, 1 кирпич оставался у одних людей там после сборки. Так что, ребята, вот проходите на мой сайт mangalyplamya.ru и ищите там проекты. Проекты все максимально просчитаны. Кирпичи, все материалы, все указано. На моем сайте mangalyplamya.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией «Двойной зуб». Перейти на сайт можно по QR-коду, его вы увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги.